Итак, мы в Барджелло. Это второй фильм. Первый мы провели, разговаривая об истории дворца и о том, какие замечательные произведения искусства собраны в его внутреннем дворике. Теперь мы, собственно, заходим внутрь. Вот план музея. Здесь 3 этажа. Не все всегда открыто, причем понять заранее, что будет открыто, а что закрыто, я бы сказал, невозможно. В общем, как повезет. Ну вот, мимо этих львов, а львы – это еще один символ Флоренции, о нем речь впереди, мы входим на первый этаж, и здесь нас встречает вот такая группа, которая раньше находилась в Порто-Романо. Это в южной части города. Через эти ворота мы выезжаем из города по дороге в Сиену или в Сан-Джиминьяно, а еще рядом с ними очень хорошая парковка, сравнительно дешевая, прямо вдоль городской стены. Ну вот, это Мадонна с младенцем и святыми Петром и Павлом середины XIV века, такая совершенно еще средневековая. Никаким возрождением здесь и не пахнет. Как и эта Мадонна с младенцем из Умбрии конца XIV века. Они, конечно, интересны, но здесь огромное количество вещей, которые гораздо ближе моей душе, так сказать. Мы в зале Микеланджело. Здесь, конечно, не только Микеланджело, и не с него мы начнем, а с уже знакомого нам Баччо Бандинелли. Это его барельеф «Пьянство Ноя». По-моему, он совершенно замечательно сделан, все в движении. Понятно, что младший сын набрасывает покрывало на пьяного обнаженного отца, в то время как старшие над ним потешаются. Вообще, до эпохи Возрождения отдельно стоящие скульптуры были очень редки. Их куда сложнее создавать, чем барельефы, которыми, собственно, художники и занимались, чаще, чем скульптурами. Как вот этот, например, здесь же, в Барджелло. Это Алфей и Аретуза, орнамент для фонтана, сделан во Флоренции в середине XVI века. Аретуза была нимфой, одной из нереид. Аретузу стал преследовать влюбившийся в нее речной бог Алфей, и она, превратившись в источник, выплыла в фонтане в Сиракузах, вот здесь. Это моя фотография как раз оттуда. Об этом в моем фильме, сделанном в Сиракузах, а мы возвращаемся к Бандинелли и к его «Пьянству Ноя». Бандинелли часто возвращался к этой теме. Вот, например, рисунок из музея во Франкфурте. А этот из Британского музея, по-моему, гораздо более статичный. Вот этим портретом, который, на мой взгляд, выгодно отличается от скульптуры Данти, хотя первый великий герцог Тосканский и изображен здесь в наряде римского императора. Так вот, этим портретом Баччо Бандинелли заслужил себе славу у Козимо I и стал его любимым портретистом, скульптором. В своей книге Вазари отводит довольно много места Баччо Бандинелли. После этого в течение чуть не 2,5 веков Бандинелли считался одним из великих скульпторов. Но в начале XIX века Гёте перевел книгу Челлини, Бенвенуто Челлини, в которой Челлини плохо отзывается о Бандинелли и приводит довольно много фактов его, так сказать, некрасивого поведения. Вслед за этим слава Баччо Бандинелли сильно упала, и только в XX веке ситуация как-то выровнялась. Все-таки, несмотря на его некрасивые поступки, скульптором он был замечательным. Родился Баччо Бандинелли, настоящее имя Бартоломео Брандини, в самом конце XV века в семье ювелира, близкого к Медичи, и был, в общем-то, вундеркиндом.
потом попал учеником в студию Рустичи, о котором мы еще поговорим, и постепенно стал весьма знаменит. Интересно, что Баччо Бандинелли был дальтоником. В его время такого понятия не было. Исследователи выяснили это только в наше время, по его рисункам. Ну да ладно, его работе как скульптора это, видимо, не мешало. Вот это Адам и Ева. Сделаны они были вместе с деревом мудрости, потом их разделили, а дерево погибло во время наводнения 1966-го. Сделано это все было для кафедрального собора и установлено там в 1551-м. А почти через 200 лет, в первой половине XVIII века, во времена, казалось бы, гораздо менее пуританские, статуи из собора убрали, да со скандалом. Как же так, они ж голые, а здесь же храм. А чуть не 200 лет это вам, ребята, не мешало? В общем, поместили их в Уффици, а потом сюда, в Барджелло. А в Дуомо осталась еще одна работа Баччо Бандинелли – вот этот мраморный экран, покрытый барельефами. И каждая фигура здесь настолько выразительна. Все-таки большим скульптором был Бандинелли. Очень большим. Правда, заканчивал этот экран не Бандинелли, а его ученик Джованни Бондини, потому что Бондинелли умер в 1560-м, как раз когда он работал над этим экраном. Ну вот, мы расстаемся с работами Баччо Бондинелли, но не с ним самим, потому что возвращаемся к его ученику Бартоломео Аманати. Как мы помним, Баччо Бандинелли испортил ему блок мрамора, предназначавшийся для фонтана, на Пьяцца де ла Синьория. Это фигуры с надгробия, которые Аманати сделал для Марио Нари. Надгробие предназначалось для капеллы в церкви Санта-Сантиссима Аннунциата, одной из самых почитаемых во Флоренции. Аманати был тогда совсем молодым. Это фактически первый большой заказ, который он получил. И вокруг этой работы разгорелась целая схватка. Дело в том, что Марио Нари умер в результате дуэли, и поэтому хоронить его в церкви было вроде бы нельзя. Но монахам хорошо заплатили, и они закрыли глаза на это дело. Однако учитель Аманати, Баччо Бандинелли, присмотрел ровно это место в Санта-Сантиссимо Аннунциата для себя самого, для своей усыпальницы, и поэтому нажаловался великому герцогу Тосканскому Козимо I. Место это находилось в капелле святого Николая. Там же была фреска Мадонны, которая Козимо I очень нравилась, да и всем Медичи, сколько можно помнить. Козимо I часто приходил сюда возле этой фрески постоять. Поэтому монахи прикрыли группу, которая была сделана Аманати, потому что боялись, что герцог ее увидит и разразится скандал. А сделана группа была очень хорошо, да и деньги они получили. Герцог, тем не менее, после жалобы Бондинелли группу увидел и приказал убрать. Вот тогда-то фигуры надгробия и были разобщены. Вот эта статуя Виктории попала вначале во дворик церкви, затем в сад за церковью и, наконец, сюда, в Барджелло. Статуя самого Нари, которая довольно сильно пострадала за века, гораздо больше, чем статуя Виктории, явно навеяна работами Микеланджело в Сан-Лоренцо, которые сам Аманати же и копировал, и работами Сансовино. Но все равно это надгробие создало Аманати репутацию во Флоренции. Было ему тогда лет 29-30. К
сожалению, мы не можем знать теперь, как выглядел весь монумент, хотя исследований на эту тему полно. Вот, например, одна из гипотез. А жаль, поскольку Аманати явно создавал его с точки зрения архитектора, а не скульптора. Более того, до начала XVI века только один из флорентийских скульпторов создавал вертикальные многофигурные группы. Это был Донателло. За ним последовал Микеланджело, а там и Бондинелли со статуей перед Палаццо Веккио. К середине XVI века такие группы стали куда более распространены. Специалисты пишут даже о целой эпидемии двухфигурных групп, как подражание Микеланджело и как дань уважения ему. И Аманати как раз был одним из первых. Ну вот, в общем, группу убрали, и Баччо Бондинелли получил таки это место для своей гробницы, которую сам же и создал. Вот она. На этом мы с ним расстаемся, а заодно и с Аманати, хотя вот здесь, в Барджелло, есть еще одна работа, которая называется «Леда». Но с ней тоже проблема. Известно, что в начале своей карьеры Аманати действительно сделал статую Леды. Находилась она во владении герцога Урбино. В те времена это были уже не потомственные Монтефельтро, а Делла Ровere, после того, как Чезаре Борджиа обманным путем захватил Урбино. Но это совсем другая история, в другой раз. В общем, из Урбино эта статуя пропала. Вот эта работа приписывается Аманати, сделана она по рисунку Микеланджело, но не соответствует описаниям аманатиевской Леды, которые оставили современники. Поэтому трудно сказать, Аманати изваял эту Леду с лебедем или нет. Ну, вот и все об Аманати, во всяком случае в этом фильме. Может быть, еще имеет смысл упомянуть, что женат он был на известной поэтессе Лауре Батиферри. Ну вот, теперь Микеланджело. Здесь, в Барджелло, довольно много его работ, и начнем мы с самой ранней, со статуи Бахуса. Это первая статуя Микеланджело размером больше, чем в натуральную величину. Вот здесь доктор Гвидетти подвел к ней группу студентов. Он преподает искусство в католической школе здесь, во Флоренции. Мне очень понравилась его экскурсия, я к ней присоединился, познакомился с ним и напросился на следующую, в Палаццо Питти. Мы об этом еще поговорим. Ну вот, у этой статуи есть своя предыстория, которую жалко было бы не рассказать. В 1496 Микеланджело было 21, он изваял статую спящего Купидона. Это ее бронзовая копия. Статуя была так хороша, что Лоренцо ди Пьерфранческо де Медичи, сам по себе довольно интересная фигура, он принадлежал к младшей ветви Медичи, был весьма образованным человеком, в самом деле учился у известных гуманистов Марсилио Фичино, Анджело Полициано, дружил с Америго Веспуччи, который, кстати, именно ему, Лоренцо ди Пьерфранческо де Медичи, посылал знаменитые письма об открытии нового света. Владел Лоренцо вот этой виллой дель Требио, о которой я когда-нибудь еще расскажу. У него довольно бурная судьба, но сейчас не о ней, а о том, что ему так понравился спящий Амур молодого Микеланджело. Не этот бронзовый, а настоящий мраморный, что он предложил искусственно состарить его, представить в качестве древнего и продать таким образом. Такая невинная шутка золотой молодежи. Тем более, что древние статуи-то были в моде. Они только стали появляться на рынке, откопанные то тут, то там, по всей Европе.
Современные скульпторы пытались их копировать. Хороший пример – Геркулес и Антей Полайоло, о которой мы поговорим. Это знаменитая статуя. Ну вот, статую Купидона похоронили, некоторое время она пролежала в земле, таким образом состарилась, потом ее достали, и Лоренцо продал ее в Рим кардиналу Риарио за большие, довольно-таки сказать, деньги. Ну вот, кардинал довольно быстро стал подозревать нехорошее, вызвал Микеланджело в Рим, чтобы молодой, но уже знаменитый скульптор высказал свое мнение о коллекции кардинала. И спросил: «Ты не узнаешь здесь ничего?» Дальше, по одной версии, Микеланджело, потупив взор, сказал: «Да, мой Купидон». По другой возмутился: «Так это ж моя работа, как-то она к вам попала в таком виде». В общем, он был прощен, Лоренцо деньги вернул, хотя скульптура осталась у кардинала, и у нее тоже была бурная судьба. После кардинала Риарио она оказалась у Чезаре Борджиа. Тот подарил ее Изабелле d'Este, одной из самых замечательных женщин своего времени, мантуанской маркизе, жене одного из Гонзаго. А когда в результате предательства Мантуя пала и огромная коллекция Гонзаго была распылена, большая часть ее отправилась в Англию, к Чарльзу I, позже казненному Кромвелем. Там оказался вроде бы и Купидон Микеланджело, который в конце XVII века погиб в большом пожаре в Уайт-Холле в Лондоне. Так что бронзовая копия – это все, что у нас есть сегодня. Да еще может быть вот эта картина Джулио Романо. Считается, что это цитата с той статуи. Но во времена, о которых мы рассказываем, статуя все еще была у кардинала, которому очень понравился молодой Микеланджело, настолько, что он даже заплатил ему за Купидона из денег, возвращенных Лоренцо ди Пьерфранческо де Медичи. Вот тогда-то кардинал и заказал Микеланджело статую Вакха. Вот ту самую, которую как раз сейчас показывает студентам доктор Гвидетти. Вот таким длинным кружным путем мы подошли к истории создания этой статуи, о которой надо поговорить подробно. Это одна из вершин тогда еще молодого Микеланджело. Поразительно, что уже в этом возрасте, Микеланджело ведь было едва за 20, он так знает анатомию, так знает искусство древней скульптуры и так может передать его, ведь здесь контрапост-то необычный, потому что Вакх пьян, причем совершенно пьян. И сейчас выпьет еще. Конечно, если сосуд найдет. Глаза-то у него уже, видимо, не фокусируются. В руке у него, кстати, килик, такой древнегреческий сосуд для вина. Так вот, он ведь еле держится на ногах. Поэтому контрапост-то контрапостом, но он же шатается, он сейчас упадет. Вот как Микеланджело смог передать это все? Вся механика пьяного тела – это лицо, которое ничего, кроме полупьяной улыбки, не передает. Эти глаза, которые уже не фокусируются. Это изнеженная кожа, почти женская, о чем, кстати, пишет Вазари. Причем кожа-то у него дряблая, и пузо не по возрасту, от злоупотреблений. Но и это далеко не все. Давайте посмотрим, как у Вакха вытянута рука с сосудом. А ведь это не живопись, это скульптура. То есть нужно было спланировать и аккуратно изваять эту руку, которая так далеко отстоит от центра блока мрамора. Так, чтобы ничего не поломать и чтобы все выглядело естественно. Но и это не все. Надо обратить внимание на то, что сатир за Вакхом
практически не видим. Надо обойти статую кругом для того, чтобы полностью его, так сказать, оценить. То есть Микеланджело создавал группу, предусматривая, что ее будут обходить со всех сторон. Очень нечастое явление в те времена. Но Микеланджело-то знал, что его вакх будет стоять в саду, поэтому зрители будут ходить вокруг него. Таким образом, статуя должна была быть привлекательной со всех сторон. Мы позже увидим, как гениально Джамбалонья использовал этот прием почти век спустя. Таким образом, здесь и знание анатомии, и мастерство скульптора, как мастерски, как детально, например, вырезаны виноградины. Такого и на фотографии-то не всегда добьешься. Кстати, интересно, что сатир держит грозди винограда и ест их. Таким образом, статуя-то очень похожа на Диониса, как его описывает Плиний. В общем, мы помним, что в те времена больше всего ценилась не просто даже сложность задачи, а спрецатура, та видимая легкость, с которой сложности были преодолены. Когда, казалось бы, мастер-то и не сделал ничего, так это все так просто. И только понимающий знает. То есть Микеланджело, конечно, стоял на плечах гигантов. Никколо Пизано, Андреа Пизано, Донателло, Гиберти, но они ничего похожего не создавали. Интересно, что через полвека Бенвенуто Челлини, о котором мы много будем говорить, здесь много его работ в Барджелло, сделал своего Аполлона и Гиацинта, но это же явная цитата из микеланджеловского Бахуса. Микеланджело закончил вакха в 1497. Кардинал Риарио вакха не оценил. Ну, в самом деле, он-то заказывал статую, похожую на древние, а Микеланджело изваял пьяного вакха, который, ну уж никак на древние статуи не похож. От слова «совсем». Поэтому уже через 4 года Риарио продал статую банкиру Якопо Галли, который, кстати, помог Микеланджело. Они стали друзьями. Получить заказ на, может быть, самую знаменитую его работу, которая может поспорить даже с Давидом. Многие ученые, кстати, считают, что именно Якопо Галли заказал Бахуса, а вовсе не кардинал Риарио. Но точно известно по банковским записям, что Риарио заплатил за статую. Как бы там ни было, Медичи-то оценили Бахуса сразу. В 1572 статую купил Франческо I де Медичи, тот самый, о ежегодном празднике на вилле которого я так подробно рассказывал в одном из своих фильмов о Тоскане. Ну вот, а к концу XVI века статуя уже находилась в Уффици. Теперь интересно сравнить ее с Бахусом Якопо Сансавино, который на 15 лет моложе Микеланджеловского. Мы уже упоминали Сансавино вкратце. Он был одним из учителей Аманати. Сансавино прожил длинную жизнь – 84 года, а родился он в 1486. Собственно, Сансавино – это имя его учителя Андреа Сансавино, которое он принял. Якопо Сансавино общался и дружил с Браманте, с Рафаэлем, Перуджино, работал в одной мастерской с Андреа дель Сарто, в общем, принадлежал к первому ряду великих мастеров. В 1527 он во время уничтожения Рима смог выжить и убежать в Венецию, где, собственно, и умер. Причем похоронен он в базилике, в баптистерии базилики Сан-Марко,
что, в общем, говорит само за себя. Ну вот, Бахуса своего он изваял в 1511-12. Ему было тогда 26. По заказу своего, так сказать, патрона Джованни Бартолини статуя должна была стоять в саду Бартолини на его вилле под Флоренцией. Интересно, что для Бахуса ему позировал один из учеников, Пиппо дель Фабро, и так этим делом проникся, что после окончания работы немножко помешался. Ходил по Флоренции в голом виде, вдруг останавливался, изображая эту самую статую, либо заворачивался в мокрые простыни и изображал другие статуи, залезал на крышу, там изображал. Ну вот, Сансовино хотел переплюнуть Микеланджело и поэтому поставил перед собой более сложную задачу. Мы уже говорили о вытянутой руке статуи Микеланджело. Так вот, рука Бахуса Сансовино вытянута куда более. Как такое можно изваять, чтобы мрамор не сломался? Да еще и чаша держится только на кончиках пальцев. В общем, мастерство Сансовино оценили все. Вазари пишет, когда Сансовино закончил своего Бахуса, все признали эту статую самой прекрасной из созданных в наше время. Теперь, с художественной точки зрения, если Бахус Микеланджело в стельку пьян, то Бахус Сансовино только весел, и его чаша, так высоко поднятая, предназначена как бы не для того, чтобы ее выпить, а чтобы провозгласить тост. Этот Бахус должен был показать удовольствие от приятного времяпрепровождения. К сожалению, статуя была сильно повреждена в 1762 во время пожара. Результаты реставрации ясно видны на ней. Здесь, в Барджелло, еще одна работа Сансовино, совсем из другого жанра. Это копия папье-маше его рельефа «Мадонна с младенцем». Этот его барельеф был очень популярен. Копий с него сделано несметное количество. Только до нашего времени дошло 11. В общем, разносторонним мастером был Сансовино, но раз мы говорим о Бахусах, то после сравнения Бахусов Микеланджело и Сансовино надо поговорить еще об одном здесь же, в Барджелло. Это Бахус Джамбалоньи, бронзовый. Джамбалонья, а точнее Жеан Болон, родился во Фландрии, поехал в Италию изучать искусство, доехал до Флоренции и так был очарован этим городом и возможностями, которые он предлагает, что остался здесь. На полвека остался и стал главой школы скульпторов во Флоренции после Микеланджело. Более того, именно его работы прославили флорентийскую скульптуру в Европе во второй половине XVI века. Его Бахус – первая большая работа в бронзе. Она явно сделана под влиянием Бенвенуто Челлини настолько, что долгое время эта статуя считалась работой одного из учеников Челлини. И только в начале XX века исследователи поняли, что это Джамбалонья. Заказал статую Латанцио Кортеси, друг семьи Микеланджело, и установлена она должна была быть вот в этой башне Росси Черчи XIII века, сразу за Понте-Веккио. Вот в этой нише, где до сих пор стоит копия. Да, собственно, и башня-то копия. Реконструкция. Ту башню разбомбили во время войны. Ну вот, уже в 1638
Статую приобрели Медичи за долги владельцев. С художественной точки зрения отправной точкой для Джамбалоньи был Бахус Сансовина. Но у Джамбалоньи вакх более мускулистый, более мужественный и героический, если можно так сказать про бога вина. Правда, пить-то он не собирается, поскольку чашу держит так, что, понятно, никакого вина там нет. Так что от этого Бахуса до в стельку пьяного, еле на ногах стоящего, еще молодого, но уже располневшего Бахуса Микеланджело дистанции огромного размера. Бронзовый вакх Джамбалоньи твердо стоит на ногах, и если как-то поворачивается в движении, то так, намеком только. Находилась статуя в палаццо Питти до XVII века. Потом ее перенесли в Уффици, но поскольку считалось, что это работа ученика Бенвенуто Челлини, то, соответственно, к ней и относились. В какой-то момент ее перенесли на Понте-Веккио, где и сейчас стоит бюст Челлини, и оставалась она там до 2006 года. Ну вот, этот фильм пора заканчивать, но мы не прощаемся ни с Джамбалоньей, ни с Микеланджело. Барджелло – музей большой.